Приветствую вас, дорогие мастерицы! Следующий урок — это у нас вывязывание оката рукава. Мы все с вами дошли до подмышечной впадины, остановились, отметили центр, где у нас закончились ряды. И сейчас у нас произойдет от этого центра переход с кругового вязания на вязание поворотными рядами. На вязаном полотне вы видите разницу. Вот это по кругу вязания было и поворотными рядами. Но когда вы сделаете утюжку, утюгом прогладите через пар, то рельефность этих рядов, она скроется. Если вы хотите сохранить вот эту рельефность, то можете сильно утюгом не приглаживать. Он так очень будет красиво смотреться. Вот эти вот рядочки на плечах, они будут очень эффектные. Итак, переходим к технической части. Значит, сейчас я вот вам разверну наш рукав. Мы отмечали маркером воображаемую линию внутреннего шва, тем самым у нас есть точное понимание, где середина, чтобы отталкиваться на поворотные ряды. Как будет происходить? Мы уже с вами уменьшали в пройме на полочках и на спинке. Уменьшение происходит высоты ряда за счет соединения лепестков в одну петлю. Только по выкройке вам будет понятно, как вы будете собирать лепестки. 3, 4 или 5 лепестков в один, чтобы вот эту часть подмышечной впадины углубить, да, то есть выровнять высоту ряда, не сильно, чтобы было поднятие вверх. Нам высота ряда не нужна, примерно 2-3 ряда. Мы плавно также соединениями лепестков уменьшаем эту высоту, переходя постепенно наверх. Итак, расчет может быть 4, 3, 3, ну 2 лепестка. И доходя уже до примерно вот ровной части оката, мы провяжем, ну тоже в зависимости от выкройки, 3 ряда ровных. Переходя на верхнюю часть выкройки плеча, здесь у нас примерно будет 3, потом 4, и вот здесь уже возможно тоже 4. У меня было 5 лепестков в соединении части выкройки рукава. У нас рукав связан по кругу, все время он в сложенном состоянии, и на вашей выкройке я вам предлагаю сделать середину, такую линию чертежную. Вы не будете тогда складывать пополам вашу выкройку, и вам будет удобно прикладывать рукав и примерять к выкройке. Так, смотрим. У меня немножечко длиннее рукав, я его вот эту часть на манжет взяла, и подмышечная впадина у меня идет ровно строго по выкройке. У нас они будут симметричные. 2 половинки одинаково связано, и чтобы, если у вас очень большая грудь или широкая часть руки, потому что вот эта часть у нас руки на рукаве самая широкая, возможно, вам придется еще глубже, да, то есть еще больше взять на уменьшение, или добавить один лепесток для того, чтобы вот эту часть углубить. Вот эту часть увеличить и углубить в подмышечку. Сейчас я с вами провяжу несколько рядов, чтобы у вас было понимание. Вот я вам специально связала для того, чтобы вы понимали, как это выглядит, чтобы объяснение было явное и понимание было у вас наглядное. То дальнейшие вот несколько рядов я с вами провяжу вместе, чтобы у вас было видно, как мы каждый ряд, примеряя к выкройке, сравниваем для того, чтобы у нас все четко шло по нашему размеру. Только провязав до конца, мы будем делать примерку. Примерка у нас будет с наметкой. То есть мы большими швами приметаем,
примерим, посмотрим, как у нас посадка сидит, и перейдем к вывязыванию второго рукава. Почему мы вяжем не сразу 2 рукава? Потому что нам нужно сделать точную примерку одного рукава, чтобы у нас второй рукав не был в распуске, чтобы вы не распускали вот первый и второй рукав. Иногда посадка рукава начинает играть, особенно вот эта часть, вот это вырез, он или глубже идет, или наоборот поменьше, но чаще всего все идет замечательно. Плечо также может по кату рукава может тянуть, или много, наоборот, его квадратный вывязываете. Но выкройка вам дает понимание, как не ошибиться и как идти ровно по выкройке. Вот центральная часть у нас лежит. Прикладываем уголочек и ровно по выкройке вывязываем. Выкройка вам даст понимание, сколько лепестков соединять в одну петлю. Поэтому все ориентируемся на вашу выкройку. Ну, вот я еще раз хочу повторить. Это будет 3 или 4 или 5 лепестков в зависимости от ширины вашей руки, самой самой широкой части рукава. Паузу делаю, приготовлюсь к вязанию. Сейчас вот это распущу все. Вот у меня уже клубочек такой приготовлен. Бобинки стоят, чтобы ничего там не перепуталось. И я сейчас вот на вот эту бобинку перемотаю ниточки, распущу и с вами провяжу несколько рядов.